Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем разговаривать про матрицу судьбы и жизни людей, которые были рождены под восходящим знаком зодиака Рак, под асцендентом Рак. И если вы считаете себя асцендентным раком по западной астрологии, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и здесь даю положение трактовки планет по ведической астрологии. А разница между ведической астрологией и западной астрологией составляет около 24 градусов, поэтому если вы в западной астрологии рак, вполне вероятно, что в ведической астрологии вы можете оказаться близнецами. Поэтому, пожалуйста, перепроверьте свой гороскоп, как узнать в принципе свой асцендент ведической астрологии и перепроверить его. Я записывала когда-то отдельное видео, ссылку на это видео я вам сейчас прикреплю в правом верхнем углу. Напомню о том, что на этом канале уже вышли видео с разбором матрицы судьбы знака зодиака Овен, Телец и Близнецы, и ссылку на этот плейлист я тоже сейчас прикреплю. Для чего вообще это видео? Когда мы рождаемся, на востоке восходит какой-то знак зодиака, и от этого знака зодиака рассчитывается вся сетка домов гороскопа. И в каждый дом гороскопа, в ведической астрологии у нас один дом равен одному знаку, попадает какой-то определенный знак зодиака. У этого знака зодиака есть планета-управитель, этот знак зодиака обладает определенной энергией, то есть, например, вы заехали в квартиру с каким-то определенным ремонтом и стилем, и вот эта энергия знаков зодиака и планет-управитель знака зодиака, она у всех так или иначе каким-то образом будет проигрываться. То есть наше рождение под каким-то знаком зодиака уже скрывает в себе очень важную информацию о том, в каких сферах жизни могут нас ждать взлеты, падения, испытания, либо наоборот легкость, может быть таланты, может быть какие-то подарки судьбы и так далее. И в связи с этим я рекомендую в том числе такие видео смотреть и с точки зрения ваших детей, потому что это тоже может дать вам подсказку, в каком направлении развивать ребенка, что ему может быть интересно и так далее. Также, конечно же, эти видео очень полезны для ректификации, восстановления времени рождения. Когда время рождения либо неизвестно, либо, например, человек родился на границе двух знаков, такие видео могут помочь определить, какой же все-таки перед нами знак зодиака. И теперь давайте начинать рассматривать матрицу судьбы знака зодиака Рак. Начинаем мы с первого дома гороскопа. Первый дом — это дом личности, он отвечает за внешность, характер, темперамент и здоровье. И у Рака в первом доме гороскопа знак зодиака Рак, соответственно, которым управляет Луна. И каждая планета, управляющая знаком зодиака, она наделяет, естественно, этот знак зодиака какими-то своими чертами. Естественно, Луна — это водная планета, поэтому люди, родившиеся под восходящим знаком Рака, могут быть склонны, в принципе, к отечности, к накоплению жидкости. Но это не значит, что они все будут иметь лишний вес, очень много и худеньких раков, но все равно может быть так, что человек сам по себе худой, а утром просыпается и нужно эти отеки сгонять. Что интересно, черты Луны во внешности. Луна — это мягкая женская планета, поэтому в большинстве своем раки очень привлекательны, в большинстве своем они красивые, но как мне было просто, например, там с овнами, с тельцами, с близнецами выделить какие-то характерные черты во внешности, так тяжело было выделить какие-то характерные черты у знака зодиака Рак, потому что, видимо, из-за того, что как Луна очень мягкая, переменчивая планета, она склонна впитывать в себя что-то от других планет, либо какую-то энергетику знака зодиака, в котором она находится, так и сами представители этого знака зодиака Рак, их внешность очень сильно зависит от того, какая планета находится в первом доме гороскопа и куда попадает Луна, управитель первого дома гороскопа. Но в общем и целом Луна — это планета, которая является планетой, отвечающей за психику, за эмоции, за заботу, поэтому в принципе раки, какие бы они ни были внешне, они чаще всего привлекают к себе внимание, в них есть
какая-то мягкость и манкость. Что бы я выделила во внешности раков, это особенные глаза, особенно у Ашлеши, у знака зодиака Рак, который попадает в кусочек созвездие под названием Ашлеша, у него символ змея, поэтому у Ашлеш часто такой магнетический, незабываемый взгляд. Глаза иногда могут быть близко посажены. Очень заметно, особенно на некоторых фотографиях, у некоторых людей припухлости нижнего века. Глазные грыжи могут быть и склонность к отечности лица. Также раки отличаются чувственными губами, и у них очень часто при улыбке появляются ямочки на щеках. То есть они такие немножко даже обладают детской внешностью, в некоторых случаях очень миловидные. Бывают разные, конечно, раки, но у них, как правило, такая яркая, запоминающаяся внешность. Сейчас мы будем смотреть на примерах. 3 созвездия или накшатры есть знаки зодиака Рак. Первая накшатра — это Пунарвасу под управлением Юпитера, поэтому, в принципе, Юпитер тем или иным образом должен оставлять след. Юпитер может больше других выделять вот такие вот щечки, как у Меган Маркл, например, ярко выраженные щечки, яблочки. Ну и помимо этого, конечно, Юпитер может отмечаться укрупненным носом, может отмечаться необычной формы ушами. У Марины Абрамович у нее очень необычной формы на самом деле уши. Вы здесь видите на картинке Меган Маркл. Она чрезвычайно тоже привлекательна, и все эти люди на самом деле не оставляют других людей равнодушными, как и, в принципе, мне кажется, любой представитель знака зодиака Рак не может оставить других людей равнодушными в большинстве своем. Ну вот у Марины Абрамович достаточно такие глубоко посаженные небольшие глаза, но при этом у всех здесь на этих фотографиях такие чувственные очень губы. Это люди, которые родились под асцендентом Пунарвасу. Следующая подборка — это тоже раки Пунарвасу. Посмотрите, какие они все привлекательные, какие они все такие вот манки. У Кейт Босворт Луна во Льве, и у Теннера Бьюкинена Луна во Льве, Луна во 2-м доме гороскопа, получается, в доме лица, поэтому это люди, которые еще более привлекательные, то есть привлекательность рака удваивается, можно сказать. Кейт Босворт профессиональная модель, и тоже у нее такое лицо с достаточно чувственными губами, мягкими, привлекательными. У Теннера Бьюкинена тоже чувственные такие губы. У Ферджи губы тоже запоминающиеся такие. Хотя у Ферджи есть более тяжелые черты лица немножко, чем у, например, Кейт Босворт или у Теннера Бьюкинена. Джулай Миранда Луна в Скорпионе, но у нее вообще такая детская внешность, можно сказать, кукольная, как будто бы немножко испуганная, как будто бы немножко удивленная тоже, я бы сказала. Хотя тоже тут самого Юпитера не очень сильно на самом деле видно. Но вот люди привлекательные, особенно если это публичные личности, особенно если это какие-то творческие люди, то в первую очередь, конечно, таких привлекательных людей надо проверять на асцендент в Раке. Следующая накшатра, асцендент в Пушье. Посмотрите, Пушье под управлением Сатурна. И Сатурн вроде как должен давать такую напряженный взгляд немножко, может давать такую более острые черты лица. В принципе, у Джонни Деппа вот видно, прям выделяется в молодости особенно череп, то есть скелет лица, как и у Анджелины Джоли, очень ярко выраженные вот эти вот части лица, особенно с возрастом. Ну, какие губы у этих людей, тут без вопросов. У Карла III Луна и Юпитер в Тельце. Он достаточно высокий, худой, тоже чувственные достаточно губы, но при этом у него очень видно больше даже, я бы сказала, влияние Юпитера и влияние самого знака зодиака Телец, в который попала управительница гороскопа Луна. То есть, видите, самые-самые, я когда готовилась к видео, все практически самые известные, такие привлекательные, популярные актеры, они раки. В королевской семье раков огромное количество. По крайней мере, вот из королевской семьи Англии Карл III, его нынешняя жена рак, Кейт Миддлтон рак, Меган Маркл рак, брат Карла III, принц Эндрю, тоже рак.
То есть раков огромное множество. Но почему раков много в королевской семье, я об этом тоже скажу попозже. Сейчас вот стоит обратить внимание на то, насколько есть раки вообще максимально привлекательны. Ну, Анджелина Джоли, конечно, у нее Венера еще в первом доме гороскопа, то есть тут красота удваивается, и Луна в рыбах в таком творческом знаке юпитерианском, но все-таки и у Джонни Деппа тоже ярко выраженная такая красота, которая привлекает, не оставляет без внимания, не оставляет равнодушным. Еще одна подборка представителей знака зодиака Рак, которые тоже в принципе с тем же самым асцендентом в пушье, как и Анджелина Джоли, например, и Джонни Депп, но у них уже, конечно, другие черты лица, но тоже очень запоминающиеся. Посмотрите, у этого Михаэля Балака есть такая явно выраженные под глазами грыжи. У всех достаточно чувственные губы. Нет ни одного представителя, кого бы я видела с такими очень тонкими губами. Тим Карри очень тоже такая яркая, запоминающаяся внешность, вот с этими вот щечками при улыбке. И у них у всех есть такие запоминающиеся в основном щечки, ямочки на щеках, когда они улыбаются. Тут, конечно, такая удивительная улыбка у Тима Карри. И Ашлеша. Вот Ашлеша из раков, она очень часто более видна, более заметна. Но и представителей Ашлеши огромное множество. Блейк Лавли. Вспомнить достаточно. Ну, Ашлеша — это у нас знак зодиака, который связан с змеями. И люди с Ашлеши, раки, они часто носят какие-то формы одежды, то есть кожа, змеиный принт, и они любят какую-то яркую смену одежды. Вот магнетичный взгляд необычный. Вспомните Блейк Лавли, как она переодевается на красных ковровых дорожках. Она часто создает, или ей создают такие модели платья, что она пришла в одном платье, оно потом превратилось в другое платье, как будто бы сбрасывает кожу. И вот эти все змеиные принты, они могут быть свойственны именно Ашлешам. Ну и что хочется сказать, что на самом деле есть что-то у Ашлеш такое во взгляде необычное, что-то манящее. И Джорджо Армани, он вообще, в принципе, конечно, удивительно похож вот на на представителей змеиных. Да, то есть я не хочу никого оскорбить, но Джорджо Армани действительно такая необычная внешность, припухлости, смотрите, какие под глазами у всех есть вот это вот припухлое нижнее веко, как будто бы вот все-таки вот как у рептилий такие глаза, у них обычно такое большое веко. И здесь у меня написано, кстати, неправильно, это тоже Ашлеши, тоже необычные у всех глаза и взгляды. Какие интересные глаза на самом деле у Джейсона Биксона. У него Луна в Близнецах, Марс в первом доме гороскопа, у него такая тяжелая челюсть марсианская, в принципе, заметная. У всех у них, в принципе, такие глаза небольшие. У Джейсона Бикса вообще очень маленькое расстояние между глазами на самом деле. Ну и вот так вот выглядит у нас Ашлеши. То есть, в принципе, раки, они очень разнообразные. Мне кажется, что это из-за того, что именно Луна, она мягкая, податливая планета, и она может перенимать, она водная еще к тому, что и она может перенимать свойства других планет, которые на нее влияют. Общий потенциал раков по здоровью, в принципе, я бы сказала, на самом деле, несмотря на то, что раки считаются чувствительными, обидчивыми, ранимыми, я бы сказала, что общий потенциал у них достаточно хороший по здоровью. У них очень часто высокая продолжительность жизни, выносливость, они как-то очень легко на самом деле переносят болезни, легко выздоравливают. И болезни по Юпитеру, конечно же, печень, поджелудочная железа, может быть непереносимость какого-либо продукта питания, есть склонность к сахарному диабету, но в принципе таких вот ярких каких-то множественных указаний на то, что у раков есть какая-то очень серьезная слабая часть, я бы не выделила, потому что все-таки они как-то, судя по их биографиям, как-то очень быстро переносят болезнь. Даже вот смотрите, Кейт Миддлтон, она там заболела, чуть-чуть полечилась, она уже на публике. Король Карл III, который тоже у нас рак, он по сути заболел,
но совсем недолго был на лечении и уже ходит на публике, уже постоянно появляется на публике. Поэтому здесь можно говорить о том, что физически, именно физическое здоровье у раков достаточно крепкое, психологическое слабее, но физически они очень крепкие и выносливые. Несмотря, опять же, на то, что раки считаются чувствительными, эмоциональными, мстительными, кто-то даже считает раков плаксивыми и так далее. Раки на самом деле в большинстве своем чувствуют свою уникальность. Они те люди, которые притягивают взгляды, которые притягивают других людей, и они вызывают эмоциональный отклик. Они достаточно успешны в жизни в большинстве своем. Они не те, кто будет сидеть сложа руки, плакать, как говорят про раков, да? Они все-таки очень сильные. Я лично считаю, что они очень сильны. Да, у них присутствует склонность к ментальным и психологическим проблемам. Вот корни этих ментальных и психологических проблем мы с вами разберем. Следующий дом гороскопа, второй дом гороскопа у нас отвечает за лицо, зубы, речь, питание, родительскую семью, деньги, ресурсы. И у раков второй дом в знаке зодиака Лев. И по сути отсюда у нас начинается уникальность раков, потому что второй дом гороскопа, которым управляет в данном случае Солнце, это дом гороскопа, который показывает родительскую семью и показывает, что было заложено в ребенка в детстве в родительской семье. Поэтому влияние Солнца, планеты, которая отвечает за самооценку, планеты, которая отвечает за эгоизм, за ответственность, за высокое чувство ответственности, за уникальность. Это хорошо для раков, потому что, во-первых, раки очень часто рождаются в знаменитых, выдающихся семьях, но помимо этого это могут быть какие-то вот. Если говорить про царских особ, про королевских особ, то это, в принципе, понятно, да, там родители короли, принцы, там и так далее, и так далее. Но также это могут быть люди, которые успешны, либо знаменитые в какой-то сфере деятельности, либо в каком-то кругу общения. Это может быть выдающаяся семья, там, рекордсмены в чем-то или что-то такое. Также могут быть медики, потому что Солнце, математики, публичные персоны, руководители. И вообще раков приучают с детства, говорят им с детства и прививают с детства высокую самооценку, как правило. То есть раки, но они либо должны принять на себя большую ответственность в детстве, потому что Солнце — это планета ответственности, либо они получают достаточно высокую самооценку, убежденность в том, что они избранные, в том, что они талантливые и так далее. По Солнцу во втором доме гороскопа в семье может быть доминирующая роль отца, либо какое-то религиозное воспитание, но в общем и целом какая-то уникальность у раков развивается. И в связи с тем, что у раков Солнце во втором доме гороскопа может быть склонность к покраснению лица. Солнце во втором доме гороскопа может еще давать склонность к тому, чтобы зажигательно говорить какие-то зажигательные речи. Если вот рака поставить, чтобы он выступил, что он может как-то зажигательно выступить. Люди будут слушать, люди будут внимать тому, что рак говорит. То есть в основном раки, когда говорят, люди слушают. Ну и помимо этого может быть склонность к тратам денег на какие-то брендовые вещи по Солнцу во втором доме гороскопа. Либо, например, человеку достаются от семьи какие-то брендовые вещи, либо какие-то ценности и так далее. Третий дом гороскопа, который отвечает за младших братьев и сестер, друзей, хобби, руки, короткие поездки, храбрость, собственные усилия. В третьем доме гороскопа у раков знак зодиака Дева. И знаком зодиака Дева управляет Меркурий, поэтому можно сказать, Меркурий — это планета коммуникации, планета общения, поэтому в принципе вообще можно сказать, что раки достаточно общительные, они могут поддерживать связь, они интересуются тем, чтобы поддерживать и заводить друзей. У раков не может быть так, что они вообще
в одиночестве находится. Но Меркурий у нас связан с 12-м домом гороскопа, потому что Меркурий управляет 3-м и 12-м домом гороскопа, поэтому могут быть какие-то травмы или болезни рук, запястий, повреждения какие-то рук у раков, но при этом они должны очень хорошо разбираться в технике, поездках, общении. Например, они могут хорошо водить автомобиль, хорошо составлять маршрут, хорошо разбираться в каких-то документах, в бумагах, в каких-то таблицах и так далее, и так далее. Либо в каких-то инструментах, или, может быть, они могут владеть инструментом, потому что они могут читать, изучать все, что связано с 3-м домом гороскопа. Это и инструменты, это и какие-то принадлежности письменные, это и тетради, и дневники, и так далее, и так далее. Но если брать актера, то он постоянно читает сценарий, изучает сценарий. Если брать бухгалтера, то он постоянно что-то считает. То есть у раков есть способность вот какой-то счетной деятельности в том числе. Может быть дружба на расстоянии, у раков с друзьями могут быть такие отношения дистанционные, либо друзья со временем могут разъезжаться, либо раки могут заводить знакомства в других странах, в других городах, потому что 3-й дом гороскопа связан с 12-м домом гороскопа через Меркурий. Ну и потери, конечно, тоже младших братьев и сестер, потери друзей могут быть из-за связи с 12-м домом гороскопа, какие-то временные разлуки. Раки могут писать много заметок, хранить письма, открытки, бумаги, книги. Они этим интересуются, им интересно перечитать что-нибудь. По крайней мере, я таких раков встречала неоднократно, можно сказать, сентиментальных, которые интересуются такими вещами. Ну, по хобби я бы сказала, что вот у раков хобби что-нибудь поизучать, руками сделать, допустим. Но вообще раки очень талантливы могут быть в дизайне, и они могут разбираться в том, что нужно сделать руками, смастерить. Они могут интересоваться бизнесом, у них может быть много бизнес-идей, потому что планета коммуникации, планета информации Меркурий стоит в 3-м доме гороскопа. Ну и вот этот знак зодиака Дева в 3-м доме гороскопа может говорить о том, что у них работа может быть связана с коммуникациями, с информацией, с поездками, с какими-то документами, с общением, с большим количеством общения, с необходимостью поддерживать контакты, например, там телефонист, стенографист, там, секретарь, бухгалтер и так далее. 4-й дом у раков в знаке зодиака Весы. И 4-й дом гороскопа отвечает за маму, внутреннее ощущение счастья, психику нашу, недвижимость, транспорт и место жительства. И у раков в 4-м доме гороскопа находится Венера, то есть весами управляет Венера. И от этого вот то, что про раков всегда говорят, что ракам важен свой собственный дом, свой собственный угол, вот это вот 100% в точку, потому что Венера — это планета любви, красоты и гармонии, особенно в весах. Венера в весах про дружбу, про эстетику, про гармонию, про баланс. И этот баланс у раков находится в 4-м доме гороскопа, поэтому ракам крайне важно, чтобы у них дома был порядок, но не с точки зрения того, что все должно быть расставлено на своих местах, а с точки зрения того, что у них должен быть уют, гармония, спокойствие, умиротворение, комфорт. Они очень ценят эстетику, они чаще всего обладают отличным вкусом, особенно в выборе предметов интерьера. То есть я не говорю, что они там наводят порядок, чистоту, пылинки все убирают. Но они любят потратить деньги на красивую посуду, на подушки, на одеяло, на шторы, на какие-нибудь картины и так далее, и так далее. Они любят создавать красоту вокруг себя. Мама у раков чаще всего очень красивая, и раки чаще всего в маму очень красивые, потому что Венера в 4-м доме гороскопа. Мама, скорее всего, творческая, она может быть связана с транспортом, красотой, одеждой, косметикой. Иногда мама может быть нерешительная, потому что вот этот знак зодиака Весы в 4-м доме гороскопа — символ баланса, символ колебаний.
и так далее. В школе раки часто проявляют творческие способности, то есть они могут во время школы что-нибудь делать, заниматься какими-то дизайнерскими штуками. Они, как правило, дружелюбные, то есть не стремятся конфликтовать. И даже если у них там немного друзей, но они, в принципе, в основном в нейтральном положении находятся, либо в положении какого-то человека, которого все, не могу сказать, что уважают, но с кем общаются, и может быть, допустим, там, кто привлекателен, кто нравится и так далее. Раки, так как у них в 4 доме, доме внутреннего счастья, стоит знак Венеры любви, любят психологию, они, как правило, любят очень музыку, могут посещать параллельно со школой, потому что здесь мы говорим про школу, что 4 дом отвечает у нас еще за школу. Они параллельно со школой могут посещать кружки по психологии, по музыке. И психологически им очень важны гармоничные отношения с другими людьми. 4 дом, дом внутреннего счастья. Им очень важна гармония в отношениях с другими людьми. И вот это самое отсутствие гармонии в отношениях с другими людьми может выводить раков из равновесия, может приводить к тому, чтобы у них начинались психологические качели. Они очень психологически зависят от баланса в отношениях с другими людьми. И здесь у них достаточно тонкая душевная организация. Но вот это вот колебание весов, оно точно так же в 4 доме психологии, в 4 доме внутреннего счастья, это колебание весов, оно точно так же может говорить о склонности раков к перевоплощению, о склонности раков к тому, что сегодня они себя так чувствуют, завтра они себя так чувствуют. То есть пытаются поймать какой-то баланс удовлетворенности жизнью. 4 дом гороскопа связан у нас с 11 домом гороскопа у раков, потому что 11 домом гороскопа тоже управляет Венера, поэтому раки могут приглашать к себе друзей, гостей домой. Ну и раки по Венере в 4 доме очень часто любят транспорт, могут там залипать на транспорт, водный транспорт, там какой-то воздушный транспорт, наземный транспорт и так далее, могут, в принципе, допустим, очень сильно. Поэтому среди раков тоже, я думаю, очень много водителей, которые стремятся к тому, чтобы обзавестись каким-то видом транспорта. 5 дом гороскопа – это наш интеллект, дети, ученики, романы, влюбленности, высшее образование и проекты. И в 5 доме гороскопа находится знак зодиака Скорпион. А Скорпионом управляет Марс. То есть в 5 доме гороскопа, в доме интеллекта, тоже водный знак, как и знак зодиака Рак. 5 и 9 дома, 2 дома обучения, тоже водная стихия. Поэтому раки, в принципе, должны хорошо, как минимум неплохо учиться, и для них это понятно. Но что дает Марс, когда влияет на 5 дом гороскопа? Он, конечно, дает выбор в пользу какого-то образования, связанного с телом, ну вот как актерское мастерство, чтобы что-то делать телом. Но помимо этого Марс — это спорт, это медицина, это хирургия, стоматология. Но медицина такая, где надо резать, колоть, поэтому хирургия, стоматология — это может быть полиция, военное дело. И, конечно же, Марс — это техническая планета, поэтому образование, скорее всего, техническое. Строительство, инженерия и так далее. Марс управляет 5 и 10 домами гороскопа, то есть домом образования и 10 домом статуса. Поэтому раки чаще всего склонны работать по полученной специальности. Куда пошли учиться, там потом пошли по этой же специальности, не там же, но по этой же специальности пошли работать. Но при этом раки склонны получать статус, в том числе через образование, через учебу. То есть, например, чтобы получить гражданство, пойду учиться. Чтобы получить какую-то, там, я не знаю, преференцию, пойду учиться. То есть для получения статуса они могут учиться. И точно так же для получения статуса некоторые раки могут рожать детей. Дети у раков
по Марсу могут быть спортивные, могут быть непослушные. Через детей, кстати, может приходить недвижимость, потому что это знак зодиака, потому что Марс — это планета недвижимости. Роды у женщин часто через кесарево сечение, либо какие-то могут быть травмы в родах. С детьми, конечно же, потому что это знак зодиака Скорпион, знак кризиса. С детьми у раковин могут быть связаны тайны и кризисы в жизни. В том числе, может быть, тайна деторождения или еще что-нибудь. И, в принципе, на самом деле у раков тема деторождения достаточно может быть болезненной. Раки могут работать вместе со своими детьми, потому что 5 и 10 дома гороскопа связаны. Также 5-й дом гороскопа в знаке зодиака Скорпион — это прямое показание, вот второй вот такой вот звоночек на то, что они склонны к переживаниям и ментальным страданиям. 5-й дом — это не только дом интеллекта, но это еще и дом гороскопа, который отвечает за нашу ментальную жвачку, за наши впечатления, испуг, либо какие-то сильные чувства, либо радость, либо вот это вот все. То есть яркие эмоциональные какие-то всплески — это 5-й дом гороскопа. И у раков в 5-м доме Марс, поэтому они очень склонны к ярким эмоциям, поэтому в том числе они могут быть актерами, да, они могут выдавать прям просто злость, ярость, радость, слезы, страх, вот эти вот все эмоции. У писателей, допустим, раков очень много кто именно в жанре хоррор пишет, то есть какой-то именно триллеры, такой страх, что-нибудь такое. Поэтому 5-й дом гороскопа отображает склонность раков к тому, чтобы выдавать очень сильную эмоцию, но это же им может и вредить, потому что они не остаются в стороне от каких-то дел, и они таким образом очень сильно себе психологическую силу подрывают вот этими вот сильными эмоциями. Ревность может быть очень большая. У раков склонность к ревности, потому что 5-й дом — это дом романтики и влюбленностей. Конечно же, это может говорить о том, что раки очень нетерпеливы могут быть в отношениях, особенно на ранних стадиях отношений. Могут ревновать партнеров, могут пытаться партнера привязать к себе и так далее. Ну и 5-й дом — это у нас дом сердца, и положение планеты, отвечающей за хирургию в 5-м доме гороскопа, может указывать на то, что раки могут быть склонны к операциям, к хирургическим вмешательствам на сердце. 6-й дом гороскопа в знаке зодиака Стрелец — это дом врагов, долгов, болезней, борьбы и служения. И дом врагов, долгов, болезней, борьбы и служения под управлением Юпитера, планеты мудрости, философии, обучения и так далее. Опять это второй намек, что у раков тема детей может быть сложной, потому что в 5-м доме гороскопа у нас Марс, а в 6-м доме гороскопа у нас Юпитер, который отвечает за детей. То есть тема детей, она сталкивается с какими-то трудностями. И раки могут быть как, допустим, и раки могут, например, там и со своими детьми враждовать, и точно так же и дети могут быть какие-то либо болезненные, либо какие-то могут быть проблемы. У раков есть такое у многих раков, что Юпитер — это же планета знаний, планета мудрости. Они знают, разбираются или думают, что знают и разбираются в болезнях и их лечении. То есть я даже видела много таких историй, когда ставят какой-то диагноз, но при этом рак говорит: нет, я сам знаю, как мне лучше лечиться, я не хочу так лечиться, я буду лечиться по-другому. То есть у них есть вот эта вот склонность разбираться с 6-м домом гороскопа и приобретать знания по 6-му дому гороскопа. Конечно, поскольку здесь Юпитер, то это может быть склонность к болезням печени, поджелудочной железы, сахарный диабет. А что интересно, что раки, очень много раков решают проблемы путем смены жизненной философии. Часто, очень часто меняют религию, веру, у них есть какие-то особые отношения с религией и верой, но они могут сменить религию либо веру для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, пойти в церковь, помолиться, либо найти какого-то духовного наставника, либо обвинить, наоборот, религию в своих проблемах. То есть у них есть какая-то история. 6-й дом — дом борьбы.
И он связан с 9-м домом. Мало того, что тут Юпитер, так он еще связан с 9-м домом, домом религии и веры, таким образом, что Юпитер управляет 6-м и 9-м домом. То есть проблемы непосредственно связаны с нашей верой, проблемы непосредственно связаны с нашей религией. И у раков есть такая история, что они могут переходить из одной религии в другую. Но не просто по велению сердца, а когда они чувствуют, что в их жизни настал какой-то определенный период, перелом, проблема и так далее. Естественно, раз у нас Юпитер управляет 6-м и 9-м домом гороскопа, у них есть склонность к судебным тяжбам, и они много проблем в принципе могут решать по жизни, потому что Юпитер раздувает количество врагов, раздувает количество вот таких вот проблем. Но ракам, как правило, все должны, вот я сколько знаю раков, у них планета денег в 6-м доме, доме долгов, и раки любят, как правило, раздавать деньги в долг. Я в основном вижу такую историю. Не то, что раки всем должны, а то, что ракам все должны. Склонность к работе с животными, любви к животным, к правовой работе по Юпитеру в 6-м доме гороскопа тоже присутствует. 7-й дом гороскопа, в 7-м доме гороскопа, в доме партнерства, коллег по работе, коллег по команде находится знак зодиака Козерог. И здесь для раков на самом деле сложность, основная сложность их жизни. Почему? Потому что в 4-м доме, доме внутреннего счастья, у раков стоят весы, планета баланса и гармонии, и планета партнерства. То есть у них на сердце лежит желание быть в партнерстве, желание гармонии в отношениях с другими людьми. Они сами по себе действительно по 1-му дому гороскопа мягкие, чувствительные. А 7-м домом гороскопа управляет Сатурн. Сатурн – это планета ограничений, отдаления, дисциплины. Поэтому у раков партнеры очень часто дают мало эмоций. Они редко проявляют большую щедрость, как эмоциональную, так и физическую. И так и материальную в том числе. Либо они могут, допустим, контролировать траты, то есть деньги вроде дал, но при этом контролируют. Партнеры по влиянию Сатурна на 7-й дом гороскопа бывают часто двух крайностей. Либо очень высокого социального статуса, потому что Сатурн это все-таки планета статуса, либо очень низкого статуса. Две крайности. Либо еще может быть брак по принуждению, потому что Сатурн это планета ограничений. Часто у раков поздний брак или препятствие к вступлению в брак может быть дистанция в отношениях, но скорее всего так или иначе они получат статус в браке. Но партнер может быть в том числе каким-то госслужащим, чиновником, строителем, если мы говорим там про высокий уровень или очень низкий уровень. Может быть и средний, но с точки зрения того, что это может быть какой-то человек, который служит. Есть вероятность у раков абьюза в отношениях, проблем из-за отношений и тайн, связанных с личной жизнью. А почему? Потому что 8-й дом гороскопа, который отвечает за кризисы, риски, у раков находится в знаке зодиака Водолей. И это еще один дом гороскопа под управлением Сатурна. То есть 7-й и 8-й дом, дом личной жизни и дом скандалов, кризисов, рисков связаны. Поэтому у раков партнерство может становиться причиной кризисов и стрессов. Ракам тоже нужно очень внимательно выбирать партнеров. Вступление в брак или партнерство может проходить через кризис. То есть не могли пожениться, как только что-то случилось, так и поженились. Как я в предыдущем слайде сказала, что партнеры могут быть жадными или партнеры в семье дают меньше ресурса. Выживаемость по Сатурну в 8-м доме гороскопа очень хорошая. Тоже еще можно сказать, что раки могут быть склонны к вступлению в какие-то тайные сообщества, закрытые круги. Точно так же 11-й знак – это еще у нас знак дополнительной прибыли, предпринимательства, поэтому раки могут свой бизнес связывать с какими-то скрытыми ресурсами, с какими-то чужими проблемами, с решением чужих проблем, с какой-то необходимостью выходить из ситуации. Ну и в принципе ракам могут хорошо платить
именно за счет того, что они могут быть такими антикризисными менеджерами, решать какие-то срочные вопросы, либо, может быть, это хирургия, либо, может быть, это какая-то тайная деятельность и так далее. 9-й дом гороскопа в знаке зодиака Рыбы. И 9-й дом гороскопа у нас отвечает за отца, учителя, мораль и религию, высшее образование, зарубежные путешествия и отношения с властью. И 9-м домом гороскопа у раков управляет Юпитер, но так как я уже сказала, что Юпитер управляет и 6-м домом, и здесь, в принципе, в самом 9-м доме гороскопа знак зодиака Рыбы, это подтверждение того, что религия может меняться. Вера какая-то, философия жизненная у раков может меняться, так как знак зодиака Рыбы – это знак зодиака, который отвечает за какое-то исчезновение. В принципе, второе образование у раков может быть уже более такое не техническое. То есть первое, оно может быть с упором на какое-то техническое, а второе может быть такое художественное, музыкальное, но и биологическое, но и юридическое, но и философское, но и какое-то религиозное, потому что 9-м домом управляет Юпитер. Отец у раков может быть творческим весьма, музыкант, художник, но также это может быть юрист, военный. Отец связан с 6-м домом, с домом служения, с домом борьбы, поэтому отец, в принципе, может быть там полицейским, военным, может быть доктором, хирургом, а может, в принципе, человеку в жизни приносить какие-то проблемы. И у человека, ну и поскольку там Юпитер в 9-м доме, он может быть религиозным, но у человека в какие-то периоды жизни с отцом может быть вражда из-за связи 9-го и 6-го дома гороскопа. Вообще раки часто даже ничего не знают об отце, либо знают очень мало, потому что 12-й знак – это знак, который показывает, что там что-то скрыто. И у кого-то из раков, например, отца нет. Но это, в принципе, частая история, да, по жизни. У всех знаков зодиака такое может быть. Но точно так же может быть то, что у раков мало информации об отце. Ну, опять здесь я тоже дописала, что решают проблемы путем смены жизненной философии, часто меняют религию, веру, чтобы решить проблемы. Любят путешествовать к морю. 9-й дом – это дом иммиграции. Эмигрировать могут по работе, потому что 9-й дом связан с 6-м. Но и склонны убегать куда-то от судов, от проблем, то есть вместо того, чтобы решить, раз, хоп, собрались и переехали. Маурицио Гуччи, у него восходящий знак зодиака Рак, и когда к нему приходили с ордером там уголовное преследование у него было, он просто убегал в другую страну. Вот раки таким образом могут еще решать проблемы, то есть не только смена религии, но просто убежать от проблем. 10-й дом гороскопа за что отвечает? Репутация, статус, карьера, общественная деятельность. В 10-м доме гороскопа знак зодиака Овен. Это, в принципе, очень сильная история, потому что 10-м домом и 5-м домом гороскопа управляет планета Йога Карака, планета, управляющая 5-м и 10-м домом, в данном случае Марс, и это очень хорошо для раков, потому что на самом деле раки склонны получать, во-первых, хорошее образование, во-вторых, раки склонны делать хорошую карьеру. В большинстве своем раки очень хорошие специалисты. И несмотря на их чувствительность, эмоциональность, несмотря на их какую-то мягкость, внешнюю доброту там, и так далее, они, во-первых, легко могут становиться популярными по весам в 4-м доме гороскопа, а во-вторых, в работе они рвачи, можно сказать. Редко, когда раки в работе... Ну, конечно, Марс — это планета конфликтов, поэтому, безусловно, у раков может быть карьера такая рваная. Взлет, падение, взлет, падение, взлет, падение. Но они склонны прикладывать усилия для того, чтобы чего-то добиваться, для того, чтобы добиваться статуса. Естественно, Марс влияет на 10-й дом, поэтому тоже еще один показатель на то, что очень много может быть актеров. Работа телом, представитель. То есть раки могут быть представителями. Когда мы выходим, там, представитель какой-то компании, актер, вот... принц или еще что-то, какой-то публичный человек, который представляет
конкретную компанию, склонны к лидерству в профессии, склонны отстаивать свое право, мнение, но и кризисы в работе тоже присутствуют. Например, внезапное увольнение, ментальные страдания из-за работы, связь 5 и 10 дома, напряжение в работе, это риски, стрессы, опасные ситуации из-за Марса. Марс дает там работу, допустим, с колющими, режущими предметами, работу с какими-то кризисными ситуациями, с конфликтами, полицией и так далее. Это все, казалось бы, чувствительные раки, все могут это преодолевать. Если спорт как профессия, то у раков часто может быть даже коньки, хоккей, бобслей, керлинг, то есть зимние виды спорта. Но не всегда, конечно, но много раков, которые увлекаются зимними видами спорта. Опять может быть получение статуса через детей или через учебу, либо через какой-то свой собственный проект. То есть они могут получить такие вещи. 11-й дом гороскопа в знаке зодиака Телец. Дом дополнительной прибыли, дом наград, старших братьев и сестер, профессиональных сообществ и исполнения желаний. И это, в принципе, для раков очень даже неплохо. 11-м домом гороскопа управляет Венера, планета красоты, любви, творчества. Дом желаний, планета желаний. Ну, понятное дело, что по Венере хорошие отношения со старшими братьями и сестрами, с какими-то друзьями. При этом у них может быть признание и хорошие доходы в сферах, которые связаны с красотой, транспортом, одеждой, дизайном, едой. Они могут делать на этом бизнес, им за это могут хорошо платить. Они могут зарабатывать с помощью друзей. Опять же, вот как у них в 8-м доме гороскопа, в доме чужих денег стоит 11-й знак, и в 11-м доме стоит... В доме друзей стоит знак зодиака Телец. То есть они могут реально с помощью друзей зарабатывать. Чаще всего раки очень склонны накапливать и инвестировать деньги. Вот этот 11-й дом гороскопа и знак зодиака Телец в 11-м доме гороскопа, дом сбережений и знак сбережений, дом будущего и знак сбережений. То есть раки склонны очень копить деньги, они умеют это делать, они делают чаще всего это хорошо, повторюсь, потому что бывают какие-то исключения, когда там 11-й дом гороскопа, например, сильно поврежден, но это уже частные исключения. Основа такова, что раки очень рачительные, но рачительные они с точки зрения имущества, с точки зрения накоплений. 12-й дом гороскопа в знаке зодиака Близнецы. 12-й дом отвечает за дальние поездки, потери, заключение, больницы и фантазию. И у раков 12-м домом гороскопа управляет Меркурий, планета интеллекта, информации и интереса. Поэтому близнецы, поэтому раки, в принципе, любят ездить, ходить, плавать, путешествовать. Может быть много поездок и перемещений. То есть они поэтому могут и водить машину, они могут просто любить прогуливаться, любить, в принципе, путешествия. Много общения на расстоянии, может быть, много общения с другими людьми удаленно. И 12-й дом гороскопа, он показывает, как мы болеем, как мы находимся, допустим, в больнице, в заключении, в каком-то уединении. Поэтому очень быстро можно сказать, что раки выздоравливают очень быстро, допустим, могут отменяться какие-то наказания по уголовным делам, допустим, или по административным делам, или еще по каким-то. То есть, когда присудили какое-то наказание, где рак должен быть в изоляции, скорее всего, он быстро очень из этой изоляции выйдет. То есть у них есть такая склонность, что они могут очень быстро выходить сухими из воды, либо выходить из какого-то заключения. Но точно так же и по Юпитеру в 6-м доме гороскопа. Юпитер — это планета, которая покровительствует. Да, он расширяет количество скандалов, может быть, количество каких-то проблем, с которыми раком приходится справляться, но и избавляет, мне кажется, от самого сильного, самого страшного исхода раков. Давайте посмотрим на примерах 4 гороскопа раков у меня есть. Первый гороскоп — это Тина Тернер. У нее отец был баптистским диаконом и фермером. Она названа королевой рок-н-ролла, то есть диакон — это, в принципе, и по Солнцу во 2-м доме гороскопа, что здесь может быть какое-то религиозное образование. И, как мы видим, у нас здесь только Юпитер, управитель 9-го дома никуда не ушел, здесь нет влияния дополнительной планеты. И при этом отец диакон, то есть он связан с религией. Она названа королевой рок-н-ролла, конечно же, по Овну, здесь склонность быть лидером, быть первым в профессии. Муж у нее был склонен к абьюзу, бил, тут, конечно, есть повреждения
Сатурна, во-первых, управитель 7-го дома в падении, во-вторых, он находится с Кету. Тут есть несколько указаний на то, что такое может быть. И Сатурн, как хозяин 8-го дома гороскопа, аспектирует 7-й дом брака и личной жизни. То есть тут прямая взаимосвязь и без матрицы судьбы, но и по матрице судьбы такое тоже возможно. У Тины Тернер психологические проблемы были в первую очередь в связи с отношениями, но понятно, что у нее еще поврежден 4-й дом внутреннего счастья. Раху в весах как бы очень сильно хочет отношений и может давать человеку склонность к тому, что он должен научиться выстраивать партнерские отношения. Поэтому у Тины Тернер в том числе была такая непростая задача, такой непростой ей попался партнер, и это ее очень сильно угнетало, это очень сильно сказывалось на ее карьере в некоторых моментах и не давало ей возможности развиваться. Но и при этом мы знаем, что Тина Тернер очень яркая не только певица, но она еще очень ярко танцевала на сцене, она очень была экспрессивной. 10-м домом гороскопа управляет Марс, и, казалось бы, здесь стоит Сатурн, и он должен как-то ограничивать, но в принципе Марс дает все-таки свое вот это вот влияние на то, что люди могут, ну, например, там работать с хирургом кто-то, да, а кто-то может работать телом, в том числе показывая свое тело каким-то образом, и это становится успешно. Камила Паркер Боулс, еще один член королевской семьи, ныне королева-консорт, тоже рак, очень много раков в королевской семье, подавляющее, наверное, большинство. Первый брак у нее произошел, можно сказать, по принуждению, случайно, через кризис, потому что объявление о помолвке было отправлено случайно ее родителям. Ну, кто-то, может быть, конечно, это подстроил, но в связи с тем, что родителям было отправлено объявление о помолвке, ее жениху пришлось ей сделать предложение. Брак был несчастным, она в этом браке встречалась тайно с будущим королем Англии и вышла замуж за него второй раз после длительного периода ожидания. Ее не принимала королева-мать. Помимо этого, все люди были против того, чтобы она выходила замуж за принца Чарльза. Ей было очень сложно побороть вот этот вот образ народной любви к принцессе Диане. Поэтому, конечно, у нее личная жизнь очень сильно связана со скандалами, с какой-то публичностью, что подробности личной жизни выходят наружу, в том числе там ее переписки с Чарльзом выходили какие-то наружу и так далее. Джон Траволта. Тоже рак. Посмотрите, как много знаменитостей, именно таких, которые очень долго держатся на плаву, очень долго являются популярными. У Траволты, на самом деле, я почитала, не такая уж и простая биография. По словам Траволты, саентология помогла спасти брак. То есть он обратился в религию для того, чтобы спасти брак. Он поменял, можно сказать, веру, стал саентологом, и это вроде как ему помогло спасти брак. Дважды вдовец Джон Траволта, хотя, по сути, управитель 7-го дома у него в 4-м доме гороскопа, в экзальтации, в знаке зодиака Весы. Ничего здесь такого нет, чтобы указывало на такие трагические события. Ну, Раху в 7-м доме гороскопа, да. Ну, Венера, конечно, в 8-м доме гороскопа, как показатель любви, это уже минус. Но, в общем и целом, дважды вдовец, у него погиб один сын, но тут у него еще и Марс стоит в 5-м доме гороскопа. Джон Траволта был обвинен в домогательствах, и он поклонник большой авиации, владеет несколькими самолетами, летает сам, в том числе он доставлял помощь там, пострадавшим от какого-то стихийного бедствия на собственном самолете, возил эту помощь, поэтому Джон Траволта тоже вот такой яркий представитель, его матрица судьбы очень ярко отображает события у него, как у рака. И Эндрю Герцог Йоркский, тоже участник скандалов, связанных с личной жизнью. Он проходил по делу Эпштейна. Помимо этого, он неоднократно погашал долги своей бывшей жены Сары Фергюсон. Тут у нас Сатурн стоит в 6-м доме гороскопа. Понятное дело, что развод, в принципе, здесь виден изначально, что он может быть в жизни человека. Но при этом у него в 7-м доме гороскопа Марс. И можно сказать, что несмотря на то, что он сам статусный такой товарищ, но и брак ему тоже принес определенный статус. И, в принципе, у него по браку здесь очень хорошие раджа-йоги, Марс-йога Карака, в Венере с Венерой в раджа-йоге. При
этом Сатурн и Юпитер в 6-м доме гороскопа тоже формируют раджа-йогу. Но при этом все равно от кризисов и скандалов в личной жизни, даже несмотря на такие красивые сочетания в гороскопе, это не уберегло. Помимо этого, он работал спецпредставителем по международной торговле и инвестициям. То есть он как представитель, во-первых, работал, а во-вторых, он очень хорошо разбирается в инвестициях, как, в принципе, и раки. И посмотрите, он постоянно погашал долги своей бывшей жены. В кризисных ситуациях у него всегда находились деньги, у него всегда была возможность помочь. Понятное дело, что он герцог и все такое, но вместе с тем. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Такой у нас с вами был сегодня анализ знака зодиака Рак, матрицы судьбы людей, рожденных под этим знаком. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, будет полезно. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.